Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что или кто идет в вашу жизнь? Ориентир декабрь 2025, переменчивый месяц. Хотя за счет ретро-урана это, скорее всего, будет продолжение какое-то в течение и января тоже. Но все же, декабрь. Какие события, какие люди идут и придут в вашу жизнь, с чем это будет связано, или с кем, мои дорогие, давайте узнаем. И я не устанавливаю четких сроков, потому что действительно декабрь может быть переменчивый. И иногда это нас будет как одолевать путаница какая-то, или нам может казаться словно пауза бесконечная, а потом резко ритм жизни меняется, и нам словно представить себя может и стать им как супергерой на максималках. И это может быть как выражено, допустим, в расстоянии, когда много придется перемещаться, а до этого это не нужно было делать. Или когда расстояние по времени, словно сразу несколько вопросов, и все нужно было решить вчера. Вот такое что-то. Ну, с одной стороны, это какая-то возможность или что-то неожиданное, но тем не менее, может быть, у каждого здесь в своей сфере проиграется. Ладно, давайте узнаем. И карты пасьянса нам о событиях рассказывают, старинный цыганский пасьянс. Что же там за события вас ожидают? Что ждет через события? Смотрю я, смотрите и вы. Что ждет? Что или кто идет в вашу жизнь? Основные вопросы. Ну вот что ждет? Бумага, документ важный или подписание. Ну, по ретро-урану тут с приставкой пересмотр, может быть, и контрактов, соглашений, может быть, по работе или какие-то документы вы будете переделывать. Я больше делаю акцент на документах, на документах, потому что именно конверт с сургучной печатью. То есть это все же что-то материальное, хотя в нашу цифровую эпоху это может быть и электронная подпись, это может быть и СМС-сообщение, или просто даже телефонный звонок, но то, что какое-то известие, вот как будто буквально сразу, или приглашение. Почему нет? Посмотрите. Гости. Либо вы к кому-то в гости, либо к вам гости едут. Ну, у нас и период соответствует тоже, правда? Рождественские праздники, новогодние праздники. Но в целом, посмотрите, благополучие, спокойное течение жизни. Пусть это не свеча, которая чаще соответствует именно как спокойное течение жизни, но здесь даже лучше, потому что это благополучие. Это все то, к чему мы стремимся. Ну, вот первая половина как раз декабря, если мы можем тогда, или какой-то период декабря, он так спокойно или размеренно, хочется сказать. Попутно смотрю, что еще. А вы знаете, это вы можете где-то сомневаться, я уже не соединяю. Вот смотрите, бокал гости, да, как я сказала, или вы, или к вам. Но в этом дуплете у нас месяц, луна. Сомнения. Ехать, не ехать, принимать мне этих гостей, не принимать. Или пусть это какая-то важная встреча. Нужна она мне или не нужна. Но есть какие-то сомнения. И я так думаю, они больше связаны с человеком. Хотя я допускаю и деловая сфера, когда у вас состоится какой-то разговор, беседа, и, ну, это как вы перед фактом, нужно что-то решать, причем однозначно. Что еще? А ведь и правда тут какое-то решение, которое непростое. Цепи, сердечная тяжесть. То есть это где-то, ну, так в глубине нас самих. Это не есть что-то материальное. И я так больше думаю, что это именно есть какие-то сомнения. Скорее, это как выбор, и важное решение вам придется принимать. Смотрим, что еще.
И в нашем старинном цыганском пасьянсе мы можем соединить крайние ряды. Ну вот буквально как бы с самого начала. Хорошее настроение. Кот– это флирт. Я не исключаю. Знакомство, мои дорогие. Почему нет? Может быть, это такое недолгое, мимолетное знакомство, да? И в связи с этим будут какие-то корректироваться планы. Но в целом это хорошее настроение. Что-то вас вдохновляет, пусть так оно и будет. Что мы можем еще соединить? Ну, наверное, для благополучия этого, ну, уже немало, потому что хорошее настроение, если мы говорим легкость на подъем, может быть, и есть какая-то деловая сфера, которую вам, ну, нужно будет, вы будете решать, работать, что-то тут составлять или подписывать, или, может быть, какие-то отчеты сдавать, я такое допускаю. Но больше тут действительно в каком-то ритме, по крайней мере, карты пасьянса вам именно об этом говорят. Тем более благополучие, тут у вас выпало и денежки, тоже неплохо, да, гости, да. Но, видимо, есть о чем подумать. Вот этот месяц, луна или вот эти цепи нам об этом говорят. Итак, что-то я больше не вижу совпадений, поэтому, да, не вижу. Давайте пойдем с вами. А нет, вижу. Извините, сори. Любовь, мои дорогие. Роза– это именно любовь. Личная жизнь не на последнем месте. И это радует, особенно в декабре. И давайте на картах Таро. Если нам здесь больше о событиях, с чем или с кем будут связаны эти события будущего? Что ждет? Именно на основной вопрос мы достанем по нескольку карт. Что ждет Овнов? Вот так. Сразу карта Солнца. Раньше, если выпадала эта карта, говорили: иди, дорогой, все у тебя хорошо. Ну, конечно, карта Солнца– это еще и карта нашего эго. Понятно, что мы хотим сделать так, как мы хотим, а не кто-то другой. Но, видимо, может быть, договариваться и придется, понимаете? Вот есть тут все-таки значения, которые заставляют задуматься. Ну и они, наверное, не случайно вам выпали. Хотя тут не о философии, это именно больше нам само событие показывают. Но вообще эта карта, это у нас сегодня колода ангелов-хранителей. Очень люблю эту колоду, правда, не часто делаю расклады. И тут конкретно, мои дорогие, успех. Успех, энтузиазм. Но предполагает эта карта, что мы тут что-то переигрываем, передумываем. Оставим в центре, да? Ведь эта карта выбора правильного направления, может быть, вам доведется какой-то очень важный выбор делать. Я вскользь обмолвилась. Но кто знает, может быть, этот выбор, он, знаете, будет начинаться с какого-то маленького нюанса. А вы что-то проанализируете для себя, что-то более крупное, важное решите. Причем на дистанцию по времени. Ведь по этой карте 6-8 месяцев. То есть то направление, которое вы изберете, скорее всего, как минимум полгода вы будете этому уделять внимание. Давайте еще. Что ждет Овнов? Ай, нечего добавить. Опять же, десятка земли в этой колоде или десятка пентаклей. И здесь, знаете, и надежность, и традиции. Очень хорошо, как раз в преддверии праздников, о которых я говорила, перспективы. Это и стабильность, это и вопросы дома, это и вопросы финансов. Ну, наверное, вот это благополучие в квадрате. Что ждет Овнов еще? Я так больше вижу, что у вас возможность выйти из какого-то тупика, причем это вовсе был не тупик, а это мы сами по восьмерке мечей, ведь это всегда карта искаженного восприятия. Это мы как будто себе углубились, да, и тем самым создали путаницу. Может быть, мы и хотели сделать что-то по-своему, а здесь, скорее всего, основная задача, знаете как, какой-то вопрос решить не с позиции, как видите вы, а мечи– это всегда интеллект, или, может быть, закон, или какая-то реальность. Может быть, кому-то доведется обратиться к специалисту и понимать, как в отношении вас работает закон. Вы хотите что-то осуществить. Ну, разбить, значит, на какие-то тезис-планы, потому что тут есть значение свободного арбитра. То есть нам нужно самим где-то увидеть обстановку как взглядом свободного арбитра. Это новым взглядом, да, не затуманенным, ну и не замыленными глазами.
Но, может быть, для этого действительно необходимо прояснить, что в реальной жизни, как в ваших руках. Или какие возможности перед вами. Может быть, и меру, степень ответственности. Но, тем не менее, ведь нас ничто не держит. Это мы сами себя где-то заковали в свои предубеждения. Что ждет еще? Либо гости к вам, либо в гости поедете вы, мои дорогие. С кем-то вы будете встречаться. Словно ангел выходит навстречу. Вот смотрите, мои дорогие, здесь может быть человек, который достаточно важен для вас. Может быть, это какая-то судьбоносная встреча. Я не могу сказать, что это будет касаться именно личной жизни, хотя у кого-то, и карты об этом свидетельствуют тоже, именно так и произойдет. Но ведь это где-то честолюбивые планы, если мы говорим о Солнце. Видимо, вам тут надо на что-то решиться. Опять же выбор. Вот мы словно за этим забором находимся, топчемся на месте какое-то время, потом нам это надоедает, и мы так аккуратно вылазим вот из этого лабиринта и решаемся на что-то. Вот эта карта окончательного решения. Это когда мы долгое время к чему-то готовились, но вот наконец наступает как время X, и мы первый шаг делаем. И словно ангелы, повторюсь, выходят навстречу. Здесь какой-то судьбоносный момент, мои дорогие, однозначное решение. Так с чем или с кем это будет связано? А ведь правда что-то нужно оставить. 13-й старший аркан. И в этой колоде, обратите внимание, удивительная колода, это на самом деле так. И она не называется обычно в традиционных колодах, все знают 13-й старший аркан, смерть, да, но я надеюсь, все понимают, что это не о смерти, это об окончании определенного периода. И тут так и прописано: окончание, трансформация и освобождение, мои дорогие. И мы видим на руке ангела Феникс возродиться из пепла. И сам аркан Лошарандары оставь. Вот вам что-то нужно оставить. Или, будем говорить, это то, что вас мучает. Очень символично, что как раз под восьмеркой мечей, вот этим самым забором или предубеждениями, вот вы здесь не просто что-то меняете, а какие-то, может быть, события, новости происходят или важные встречи, которые изменят вас самих. Ну, трансформационный период, он как будто неизбежен. Вам, возможно, придется, ну, даже или мнение свое изменить. Может быть, как вашу траекторию, да, ваших планов, я имею в виду траекторию. Что-то вы будете корректировать. Ведь до конца 2025 года, я с самого начала года, кстати, говорила, две задачи. Первое – адаптироваться. Второе – организовать жизнь по-новому. Вот этот организационный момент, он еще продлится где-то на январь. И я должна сказать, забегая немного вперед, обычно в январе у нас как-то так все это в развалочку начинается, да, мы постепенно после, ну, разных праздников там или часто и по работе бывают какие-то переносы, там разные графики как-то смещаются. А вот здесь нет, тут, скорее всего, активная жизнь начнется с первой недели буквально января. Я такое могу предположить. Так в итоге, что ждет, да, с кем или с чем будут связаны события? И вы знаете, больше это именно ваше решение, мои дорогие. Ни одной персональной карты не выпало. Понятно, что гости, так значит, и есть какое-то окружение, есть контактные лица, есть любимые лица. Не без этого роза совпала. Но посмотрите, шестерка земли. Или мы говорим шестерка пентаклей. Это, знаете, выздоровление окончательно. Недаром говорят, это помощь высших сил. Это карта финансового успеха, финансового благополучия. Может быть, финансовая составляющая на долгий период времени, то, что с этим будет сопряжено, вы тоже будете с чем-то разбираться. Может быть, что-то осваивать. Но эта карта говорит еще о людях в целом. Что, дорогой Овен, для тебя будут очень важны как и ближайшее окружение, надежные люди, ну, так и строй правильные социальные связи, как расширяй горизонты, но, наверное, к людям будь внимателен. По этой карте мы как будто встречаем нужного человека в нужный момент. И это может быть деловая сфера или финансовая сфера, да, когда его величество случай, будьте внимательны. И если кому-то нужно, предположим, тут тоже денежная явная история, не на последнем месте,
Если нужно даже, мы ведь все разные, кому-то сделать необходимый платеж, погасить, к примеру, кредит или еще какой-то платеж, а ваши где-то деньги, ну, пусть там на какое-то время приходят позже или там, ну, какая-то у вас своя история, то есть тот человек, который нас может выручить. Конечно, по этой карте мы какие-то бонусы, ну, как подарок судьбы можем получить. Есть и такое, мы все разные. Но это точно так же может быть, как человек, который нам дарован судьбой. Тоже своеобразный подарок. И не обязательно это личная жизнь, хотя такое я тоже допускаю. Здесь может быть важная персона в вашей жизни, которая вам правильно, может быть, помогает разобраться в каком-то запутанном вопросе или решить вот эту самую какую-то путаницу. То есть у вас есть как минимум один человек, который может помочь либо финансами, либо один человек, который знающий, мы говорим, да? Не просто советы постороннего. Потому что начнем спрашивать, сколько людей, столько мнений. Это, скорее всего, те люди, которые либо по, ну, роду службы, роду занятий, как раз призваны, да, прояснять нам какую-то обстановку. Юристы, например, да, или руководители, или пусть это официальные лица в виде чиновников. Такое тоже может быть. Вот, в принципе, у вас окружение вас готово слушать. И слышать, это немаловажно. И поэтому это вам существенно помогает. Единственное, все же карта нас будет предупреждать: будь Овен внимателен к деньгам. Деньги у тебя сейчас есть. Но как будто все же нужно надеяться на последующий период на самого себя. И, к примеру, если кто-то просит одолжить взаймы, эта карта, при всем при том, что это финансовое благополучие, она не подразумевает, что мы даем, к примеру, деньги в долг. Ну и, наверное, вот этот самый баланс, как будто вот нужно вам держать, да, что ждет. У вас баланс этот создается в декабре, но вам ваша задача это каким-то образом продолжить. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Я так думаю, что основные какие-то темы, параметры или направления вашей жизни, вот именно как что ждет, да, в ближайшее время, в разрезе декабря, переложите интуитивно на то, что вы хотите, желаете осуществить. И я так думаю, какие-то подсказки у вас будут. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.